То есть неспроста там учение о дрелгах валялось у главы бандитов на столе. Но они тут тоже с дрелгами водятся, смотрите-ка. Муцеры, здравствуйте, с вами сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tomb Rebuild. Нахожусь в Антирине, где-то на самом-самом юге из готовых земель. На острове... Ух ты, я слышу звук двемерских механизмов. На острове, на котором располагается поселение Рилсан или Риласан, я уже забыл. Я подумал, кстати, что надо было мне сообщить хотя бы Гетману попробовать местному о том, что тут произошло у них. Я там еще буду проходом наверняка, поэтому... Это, кстати, не водоросли, оказывается, вот эти вот растения. Противные. Ого, смотрите, что. Смотрите, вот чего я меньше всего ожидал здесь увидеть, так это двемерские руины. Я сначала подумал, что, ну, надоэдрическое похожее название. Ну, хотя Массанут, наверное, двемерская все-таки больше. Опачки. Тут, возможно, возникнет сейчас оказия попользовать немного мои звездочки. Неплохо. Я их не использовал где-то эпизода с 7-го, наверное. Даже не успела ни разу меня ударить. Имперский нетчевый клинок. Тяжелые кожаные ботинки. Не припомню, что таких находил. Я, кстати, тут пытался поменять реплейсер лиц. Нашел тот, который у меня. Это, кстати, было не так уж легко. Он, знаете, такой уже не очень актуальный. Года 2000... Чуть ли не 8-го вообще. Последний раз обновлен в 12-м. Ну, может, он 12-го, где-то так. Вот, но он бесплагиновый, как бы. То есть... Там просто файлы, которые нужно закинуть в папку с игрой. Вот, но... Все равно это не решил... кончились. Бедняга. Как ж тут темно. В общем, что у некоторых добавленных там ребилдом, видимо, персонажей прически не соответствуют их мордам. И выглядит это кринжово. То есть пытался перезаписать файлы снова, но ничего это не дало. Так, двемерские у них тут штуки. Гилнам. Да ваша семейка вообще... Блин. Бандиты одни. Мафия. Ух ты. Испорченное двемерское масло. Укрепить акробатику, наварить здоровье. Надо бы это собрать, наверное, даже для своей коллекции скорее. О! Жучиный мускус. Лунный сахар. Ну... От него больше неприятностей, чем проку. Не буду его брать. Интересно, с чего это сделано? Не из изумрудов ли? Так, там я изучил все. А, собственно, проход-то будет в руины вглубь, нет? Что-то не похоже.
Хотя вот я слышу звуки, как будто двемерских монстров, механизмов. А, вот так это организовано. Интересно. Никогда не видел такого безобразия. Даже так. Недаром там было зелье медленного падения. Ой. Критический урон. Какой там критический урон? Отстань! Вот, на тебе я могу попрактиковаться. Ха! Ну, это значит лифт двемерский. Встречайте. Оно работает на лавовой тяге. Не работает. Ау! Как опрометчиво. Вообще... Не ожидал, конечно, что я не смогу разоружить это сразу. Паукан! Застрял. Позор какой. Позорище. Так, лучше не нажимать на непонятные рычаги. Не знаю, что они делают. Вообще, я вижу, их два есть тут. Так, теперь получилось. Угу. Ожидаемо. Здесь рычага, кстати, нет. Это вообще похоже на какую-то конвейерную линию. Всякие двемерские, опять же. У меня есть подозрение, что тут может как-то быть заскриптовано, что если я возьму что-нибудь из этого... О. Так, я помню, они не любят холод. Из книжки про КМЛЗ. Я не могу попасть. Да ладно.
Тихо, 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 тихо. Я поскользнулся на лестнице. Умри! Отъедь! Развались! О, боже. Короче, наверное, ни с кем опаснее фуражиров Квама мне не стоит воевать. Блин. Как он неудачно встал-то здесь? Да, и лесенка-то такая неудачная, застреваю на ней. Надо сохраниться перед этим всем делом. Так, 100 хп. Ну, да, кстати, надо бы остановиться немного. Тут можно пролезть, нет? На тебя в борщ! Твой двемерский. О! Вот стрелами я умею пользоваться. И луками. Давайте немного кузнечное дело потренируем. Так. О, неплохо, неплохо. Это был скорее успех, чем провал. Так, здесь можно добраться к изначальным покоям двемерским. О, секира двемерская. Шикарно. Так, ну это все похоже. Ботинки полета двемерские. Я их не смогу даже использовать никак. Ничего себе. 20-50. Старая двемерская книга. Что написано? На неизвестном двемерском языке. Схем. Похоже, это мануал по обслуживанию механизмов. В коллекцию это. А дротик я швырну в кого-нибудь. Похоже, это и были главные наши сокровища. Очень жаль, что рубин не был. Хотя... Проклятые рубины мне не нужны. Вот сапфир бы какой-нибудь проклятый найти. Наверняка это был бы успех. Так. А если... Ничего не происходит. Ничего тоже не произошло. Ладно, вернем как было. Ну, не совсем, конечно, как было, но... Да чтоб тебя, двемерская лампа, блин. Надо, кстати, быть осторожным с продажей там монеток этих двемерских. Как-то пытался продать в Руадире их, так на меня напали сразу прям. Вот прям взяли и напали на меня сразу. Торговец и все, кто рядом был. Контрабандист, негодяй. А чё, мы не поедем вверх-то? Эй.
Ладно. Полетели, значит. По старинке. Дальше будем исследовать остров. Оригинально, двемерский лифт. По-любому надо будет вернуться в деревню, рассказать тому дружищу, что я еще одного его брата убил. Или кто тут это у него? Племянник. Неважно. Так, сколько времени? 9 вечера. Знаете что? Пойду-ка я заночую там. Ну вот, так-то лучше. 5 утра. И отправляемся дальше в путь, исследовать местные земли этого острова. Я бы лучше залез куда-нибудь повыше. Так, здравствуй. О, как я с одного удара, видели ее? И дождь кончился, наконец-то. Неизведанные горизонты открываются. Повыше и осмотримся. Вон там какой-то городок Хлаалу. Наверное, Хлаалу. А вот здесь я был вроде бы уже. Там тоже какое-то поселение. Моя Каймры виднеется. Опять дымятся эти грибы. Велк пасется. Ой, это что? Кольцо медузы нечаянно использовал. Кольцо взгляда медузы. Симпатично тут, симпатично. Двемерские руинки. Но вот эти земли еще не готовы. Я как-то вот до этого города добирался, а там все еще не сделано. Или подождите. Или до какого-то вон там города. Не помню уже. Так. Пока что точек интереса особых я не вижу. Какой хороший оранжевый мох, только позитивные эффекты у него. Так. Маршрут, я думаю... Интересно, что там будет, если... Да, давайте, наверное, я вот сейчас спущусь туда. Потом пойду в эту сторону. И вот, обогнув этот холм, вернусь в деревню. Примерно так. Посмотрим, конечно, какой тут будет ландшафт. Тут еще какая-то низина. Вот и доэдрические руинки тут. А, ну да, я думаю, можно будет так сделать. Красиво, но пустынненько тут. Там башни виднеются. Может быть, это и есть там столица Ридаран, кстати. Или кого там? Дресс. Ладно, пора двигать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Может быть, эти земли тоже недоделаны еще? Так и застрять можно. Амулет, кстати, медленного падения бы не помешал здесь. Может, у меня есть такой? Наверное,
Не, я продал оба, вспомнил. Ну, как бы левитация тоже хорошо. О. Барабуряж. Вот это похоже на двемерское название, да? Ой, на двемерское, на доэдрическое. Пойдем посмотрим. Но по звукам это на грот похоже опять какой-то. Больше. Ух ты какой, смотри. У тебя есть кое-что, смотри. Нужно точный бросок. Ха! Двемерский дротик врыла тебе. Ух ты, смотри, мастерский ступка и пестик у него. Чё вы такие агрессивные все? Нападают сразу. Нет, чтоб с хлебом солью встретить, да? Так, у нас тут есть проход. Возможно, я смогу прийти сюда через другие какие-то ходы. Либо левитация, опять же, нужна будет. Ку-ку. Ты смотри, а. Какие мощные зелья у нее были. Ого. Невидимость. Экспертная невидимость. А я такой смогу надеть? А, смог. Прелестно. В кофе. Нет, спасибо. Надень обратно. Так, смотрите, что тут у нас есть. Проплыть можно. Меня интересует эта дверь сначала. Мне кажется, она может вести просто в какую-то комнатку. Вот у нас хаджит. Не вовремя кончилось. Хаджит молодец, лечиться не стал. Ридрус! Ридрус! Нетипичный хаджит, кстати. Тяжелая средняя броня. Так, да, действительно, просто комнатка. Ну, давайте шмонать. О, хорошо, уже хорошо. Таинственная Кавир. Мы читали, помните? Здесь можно будет отоспаться. Это на продажу. На продажу. Это крыс ловить. Чешуя. Ну, куда же без скумы? Конечно же, ее охранял хаджит. Что за стереотипы? До левелапа. Один раз что-то нужно повысить.
Как-то слишком все равномерно прокачивают. Не очень это здорово. Так. Иллюзия у нас прокачивает. Привлекательность. А другие школы магии? Интеллект, сила воли, сила воли. Ладно. Я тут думал, может как-то прокачиваться более осмысленно. Ну вот можно еще попрокачивать. Тихо, тихо. Так, а еще раз. Ладно, все равно немного попрокачиваю. Это что было? Он в меня что-то кинул? Да ёпарс это. На! Смотри, орк-маг. Вот, в общем, есть у меня в мыслях попрокачиваться более осмысленно, чтобы левела... Так, а что-то кто так разложил монетки, для чего? При левела похапалось максимальное количество атрибутов. Так, а если соберу их. Там тоже можно проплыть. Ай. Ай. Ну как неудачно-то. С арбалетом. Оркский болт. Странный какой-то. Повредить здоровье, то есть это надо вблизи применять на враге. Так, все, давайте качать какие-нибудь. Мне интеллект интереснее прокачать. Что тут у нас? Зачарование. Так, Conjuration это призыв, да? О, у меня было какое-то простенькое заклинание призыва. Вот типа вот этого вот, да? Можно попытаться и какие-нибудь более манозатратные. Это, наверное, будет не очень эффективным. Арсенал по Рудме, наверное, не смогу. Ну, хотя интересно, давайте пытаться. Воу. Оно реально у меня все в инвентаре. Причем с такими эффектами классными. Лук.
Лук дает 30 до 50 урона. Это доэдрический лук. Ну, правда, маны, конечно, я потратил. Так, что? Где? Я хотел со своим луком сравнить. Где мой лук? Чего я его не вижу? А, вот, 45. Ну, доэдрический, кстати, не намного лучше, чем... А если зачехлить? Смотри, зачехляется и не пропадает. Надо идти скорее кого-нибудь навалять. Здорово! На! Ау! Черт. Спасите, помогите. На! Так, а щит на мне? Щит верните мне. О, как вовремя. Такой выхватил из-за спины и сразу им прикрылся, типа. Да черт возьми. Да попадай ты уже, ну. Ой. Два инвалида, блин. А что такое-то? Так, отъехать можно. Ай, отъезжаю, ай, отъезжаю. Ну, даже, даже не преследует меня. Все. Ладно, хватит шутки в сторону. Снова. Да не, у него много хп слишком. Еще и отравленный. Ну, это была глава у них, очевидно. Главарь бандитов. Ну, это все равно успех у меня получилось. О, скрибовое желе. А, джерки, то есть. Ну, это вяленая скребятина. Это я поем, пожалуй. О, отмычка грандмастера. В оригинале они были, кстати, я вот не помню такого. Великий камень душ здесь. Почти что 300 золота. Учение о дрелгах. Опачки. Дорого-богато тут у вас. Великая шапка. Рейтинг брони 35. Все. Денис, наверное, доволен теперь, да? Теперь я буду в ней ходить. У нее брони реально больше, чем у гуковского шлема. А это возьму тоже с собой. Вот это все. Так. О, тут еще и жемчужинки у нас прятались.
Да ладно! Надо выпить для храбрости. Да, бриллианты ему не нужны, конечно же. Куда? Вернись! Бестолочь. Ну, совсем бестолковый. Ну, попробуй, попробуй догони. Что, лечиться вздумал? Пора медитировать. Гадрический длинный меч, отлично. Проклятый бриллиант, как вы сюда его приволокли вообще? Так, медитировать. Ловкость на 3. Навыка прокачал на. С ловкостью у меня и так все в порядке. Так, ну что, пора плавать? Ну, как-то так. Беру с собой только, опять же, зелье дыхания под водой. Мало ли, одно бахну сразу. Из свитков только перышко где-то он там у меня. Отмычки, опять же, те же самые, которые в тот раз, в прошлом эпизоде. И вот, короче. Еще, смотрите, 2 прохода. Ну, тот, наверное, приведет меня обратно. А тут... Ничего. Ничего? Ничего. Где мое копье? Опять я неправильно поступаю. Не зря решил, что возьму с собой именно вот эти штуки. А тут дрелк. На. Воск давай сюда свой. То есть неспроста там учение о дрелгах валялось у главы бандитов на столе. Но они тут даже с дрелгами водятся, смотрите-ка. Что-то я это... Невнимательно себя повел. Оружие всякое. Смотрите, какой дорогой амулет. Джейд. Я не помню, что это. Щуп Грандмастер. Ну вот, опять, блин. Наверное, это специально сделали. Эти растения такими занудными.
эти ребята, наверное, все оказались жертвами дрелгов, да? Сундучок. Ну, вроде все ракушки облапал. О, проползть можно еще сюда. Не зря взял копье с собой. Выглядит как глотка реально. Так, мне почему-то кажется, что там можно вернуться обратно. Как будто баннеры какие-то висят. Хотя нет, на ковры больше похоже. Ладно, сплаваю сюда сначала. Так. Много жемчуга здесь. Интересно, это дрелги здесь выводят этих всех моллюсков? Контрабандиста там на столе. Я помню, в мисочке был дрелгский воск, а под ним жемчужинки. Чем богатый, как говорится. Так, я проплыл, получается, по кругу. Alright. Теперь сюда. О, а я сюда не могу. Интересно. Я что-то делаю не так или тут еще не доделано? Ну, вроде бы я был достаточно внимательный. Но можно вернуться еще в комнату главы бандитов. Может, что-то там смогу найти, что может активировать это. Так, как вылезти-то? Еще сюда надо сгонять. Вообще, запас сил бы восстановить, конечно. Кто-то встретил тут трагичную кончину свою. Ареновый серп какой-то. Блин, только не проклятый, а. Ключ. Я, наверное, уже все открыл, чтобы можно было открыть этим ключом.
Может быть, он открывал эту дверь. Еще раз глянем комнату капитана Бандюков. С кровати в ванне. О, вот этого я, кстати, не заметил. Лунный сахар и трубка скумовая. Хорошая причем. Quality 15, а моя тоже. Кстати, это дороже, чем моя. Но моя подержанная. Чья-то там. Я нашел где-то то ли близ Балморы, то ли близ Кальдеры. И таскаю ее до сих пор с собой, думая, что может какой-то квест с ней связанный есть. А, вот это я, кстати, даже не залутал. Какой невнимательный. А тут вкусняшки всякие есть. Магмовая левая перчатка. Она даже не броневая. Вот, наверное, меня так удивил вылезший Дремора, что я забыл залутать эти ящики. Но, тем не менее, здесь я никаких больше не вижу. А может быть, этот ключ, который я нашел, каким-то образом может мне помочь? Давайте попробуем. Маны нет. Ладно. Грустно, конечно, тут темно довольно. А он еще, смотрите, сияет немного. Нет, все равно. А у меня сейчас думается, что разработчики еще будут доделывать всю эту тему с дрелгами в дальнейших обновлениях. Все, вот это вот пасть порудмы и так далее. Ну и тренируем, собственно, дальше. Так, полетели. Пусто. О, 100 золотых. Ну вот так, друзья, давайте заканчивать. Довольно долго я тут провозился, дольше, чем рассчитывал. Но довольно тоже наполненная пещерка оказалась, тоже с дрелгами. Да, наверное, все-таки разработчики разовьют эту тему в последующих релизах. Правда, они планируют развивать не южные земли, а западные.
Ну, посмотрим, может добавят что-то все-таки. Какой-то контент по поводу дрелгов и так далее. Вот. Да, на этом все. В следующем эпизоде поисследуем еще этот остров. На этом, думаю, закончим с ним. Надо будет возвращаться в цивилизацию опять. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Лайки, подписки. Увидимся в следующих эпизодах.